Всем мира и добра! Если любознательность и наука – это часть вашей жизни, то тогда это видео для вас. Сегодня мы с вами осушим океаны, откроем тайну наклона земной оси и смены земных полюсов, разгадаем секрет десятков пирамид по всему миру, узнаем много нового и неожиданного о китайских храмах, дворцах и гробницах, объясним загадку вечной мерзлоты и изменения климата, разберем на частицы астероид, проведем симуляцию падения на Землю комет и увидим реальные следы и последствия таких столкновений, оправдаем невиновные вулканы, определим даты недавних чудовищных катастроф и приподнимем завесу гибели Марса. Пристегнитесь, будет интересно. Вопрос смены земных географических полюсов волнует множество пытливых умов по всему миру, а помогут на него ответить простые и давно известные законы физики. Земля имеет выделенную ось вращения, а земная кора постоянно движется на слое расплавленной магмы, и так же, как все во Вселенной, она должна подчиняться законам вихревого движения и действию силы Кориолиса. Если наклон земной оси не изменялся с начала остывания расплавленного земного вещества, то за 200 миллионов лет существования земной коры на географических полюсах вокруг оси вращения должны были сформироваться вихревые горы и неровности рельефа. Давайте осушим океаны и попробуем их увидеть. На Северном полюсе ничего подобного нет. Это что означает? Что вселенские законы физики для Земли не работают? Ведь все во Вселенной подчиняется этим законам. Циклоны, моря и океаны, галактики и Солнечная система образуют вихри. А может, просто современный северный и южный полюс у Земли вовсе не первые, а старые полюса находятся в другом месте, и там есть те самые вихревые горы и разломы, и направление вихрей совпадает с направлением вращения Земли, и находятся они ровно на противоположных концах старой земной оси. Значит, физика работает, и полюса все-таки сместились. Интересно, как давно это было? Люди при этом жили, боготворили Солнце и строили свои дома и храмы, ориентируясь на стороны света. В странах Дальнего Востока южное направление традиционно связывалось с полуденным солнцем, поэтому устройство входа в южной стороне дома здесь считалось наиболее благоприятным. Китайцы ориентировали на север не только храмы, но и целые города. В Поднебесной империи престол древних правителей был обращен к югу, поэтому выражение «обратиться лицом к югу», так же как и «обратиться лицом к северу», значит поступить на службу правителю. Запретный город в Пекине – самый обширный дворцовый комплекс в мире с крепостной стеной и крепостным каналом, построен в 1420 году. Красным цветом обозначено направление на современный Северный полюс, но сам город имеет другое выделенное направление. Что это получается? В Китае строго чтили традиции, строили сложные архитектурные комплексы, но не могли точно определить направление на полуденное солнце. Старый летний дворец в античном стиле официально построен в 1707 году. Храмы и руины дворцов здесь вообще имеют другие направления. Священная гора Пэнлай в Китае, где люди жили с первого тысячелетия до нашей эры. Разные храмы тут ориентированы в разные стороны, в том числе и на современный Северный полюс. Иньчжоу в китайской мифологии – это священная гора, где живут бессмертные. Легенда гласит, что в Бахайском море есть 3 священные горы – Пэнлай, Иньчжоу и Абад. Храмовые комплексы в честь 8 бессмертных ориентированы на тот самый Северный полюс. Я его обозначил за нулевой, синее направление. Выделенные направления строительства десятков древних сооружений по всему миру пересекаются в 5 основных точках. Для всех этих сооружений установлены строгие традиции ориентации по сторонам света. Даты их строительства позволяют оценить хронологию изменения северных полюсов. Город Суйчжоу основан в 514 году до нашей эры. Конфуцианские, даосские и буддийские храмы здесь имеют 2 выделенных направления. Розовые линии пересекаются в одной точке с древнеримскими сооружениями. Шанхай, храм Лунхуа, 3 век нашей эры. Белое направление на предполагаемый 2 Северный полюс. Буддийский храм Прибежище Души, 4 век нашей эры. Город-храм бога Шаньцу построен так давно, что точная дата основания неизвестна. Современные сооружения, как мы видим, смотрят на современный север, красное направление. Древний город Пиньяо, 8 век до нашей эры. Западная крепостная стена и древний архитектурный комплекс направлены на античный полюс. Город был впервые построен во времена короля Сюаня, династии Чжоу, и расширен в 3-й год правления Хунву, династии Мин, в 1370 году.
Храм Шаолинь в Дэнфэне, 5 век нашей эры. Свастика 7 века в китайской культуре символизирует солнце. Храм Белой лошади, 1 век нашей эры. Мандала – это буддийский и индуистский символ. Круги символизируют Вселенную и измерение божеств, а квадрат между ними ориентирован по сторонам света. Древний город Сиань, основан в XI веке до нашей эры, был местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому Шелковому пути в Китай. В окрестностях города расположены курганные гробницы древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шинхуанди с терракотовой армией. Десятки гробниц пирамид разного периода здесь также направлены на различные полюса. Мавзолей императора У династии Хань, 1 век до нашей эры. И это только часть всех китайских пирамид. Мавзолей Цаньлин династии Тан, 8 век. Буддийский храм Фамэнь, 3-5 век. Индонезия, Лумбунг, руины храмов разного периода здесь имеют различные выделенные направления. Индия, древние руины, индуистские храмы также имеют выделенное направление и ориентацию по сторонам света. Наланда, буддийский университет и монастырский комплекс, существовавший в V-XII веках на севере Индии, один из крупнейших образовательных центров своего времени. Город святых, 13 век, буддийские храмы в Катманду, храм Амрутесвара, 12 век, Голгумбас, 17 век. В Индии множество древних храмов, и все они направлены в те же точки, что и китайские. На карте отмечены наиболее известные. Храм Четырехликий, 15 век. Джайнские храмы Гирнар, 12 век. 15 век. Древнейший известный город Центральной Азии Мерв основан в конце 3-го тысячелетия до нашей эры. Некрополь Мероэ. Пирамиды здесь строились с 6 века до нашей эры. Гробницы разного периода также имеют разную ориентацию. Храмовая гора в Иерусалиме. Мусульманское святилище над камнем основания. 7 век. Африка. Тимгат. Древнеримские руины. 1 век нашей эры. Также имеет явно выраженную ориентацию и направлен в одну точку с китайскими руинами в античном стиле. Само слово «ориентир» к нам пришло в XIX веке из французского. Ориент – это Восток. На Востоке в средние века было принято располагать апсиды христианских церквей. Направление, перпендикулярное Востоку, это север, но почему-то официально построенный в 17 веке Версаль смотрит на старый Северный полюс, так же как и собор Парижской Богоматери, построенный на месте ранней христианской церкви IV века. Венеция была основана в VI веке, город полный загадок и древних сооружений. Христианские базилики здесь строились с VIII века. Стокгольм, Швеция, немецкая церковь XIV века. Кронштадт, с него началось строительство Санкт-Петербурга. Официально первая крепость была здесь возведена в 1703 году. Древнейший русский город – Великий Новгород. Одна из странных особенностей древних русских храмов и дворцов – это проектное отсутствие систем отопления. В дворцах с высокими сводами, просторными галереями и большими окнами, так же как и в храмах, проектом не было предусмотрено никакого отопления. И это в суровом российском климате. Эти сооружения якобы строились по проектам зарубежных архитекторов, и поэтому отопление в них устраивали уже потом, где как придется. Но если вы обратите внимание на точку пересечения их ориентации, то станет понятно, что от Северного полюса в то время все они располагались довольно далеко, на широте тропиков, а отопление в тропиках было вовсе и не нужно. Московский Кремль, храмы и церкви на его территории также имеют разную направленность. Большинство из них ориентированы на античный Северный полюс. А что насчет египетских пирамид на плато Гиза? Принято считать, что они сориентированы почти на север. Но если рассматривать их в комплексе, то можно выделить общее направление застройки. В эту сторону смотрит Великий Сфинкс. Майя и ацтеки тоже строили пирамиды. У пирамиды Кукулькана также есть выделенное направление застройки. Комплекс пирамид в Мексике, пирамида Солнца, выделенное направление строительства. И все эти пирамиды направлены в одну точку с вихревыми неровностями рельефа. Был в этой точке северный или южный полюс известно, наверное, только древним египтянам или древним армянам. Получается, что за всю известную историю человечества наклон земной оси менялся не менее 6 раз. Карта глобальных погодных условий в точности согласуется с положением старых полюсов.
Розовым цветом здесь отмечены области с наиболее холодными среднегодовыми температурами. Они же совпадают с зонами вечной мерзлоты. Земля в районах старых северных полюсов длительное время аккумулировала холод и до сих пор не успела прогреться. Это дает простое объяснение не только загадкам нахождения вечной мерзлоты в умеренных широтах, но и чудом сохранившимся, утонувшим и быстро замороженным мамонтом. Полюса менялись внезапно. Мамонты, жившие в теплом климате, после какого-то события утонули и замерзли, потому что Северный полюс стал ближе. Что могло послужить этому причиной? Изменить направление вращения Земли могло только внешнее касательное ударное воздействие, сравнимое с моментом силы Земли относительно оси вращения. Чтобы понять, как это произошло, нам надо избавиться от одного земного стереотипа. Диктует его земная гравитация. Весь наш жизненный опыт говорит о том, что целые объекты в воздухе должны быть твердыми или иметь оболочку. Гравитация Земли не позволяет просто так поднять кучу песка. Для этого его нужно хотя бы в пакет насыпать. Чтобы поднять жидкую воду, ее нужно для начала налить в стакан. Но в невесомости все работает иначе. Сыпучие и жидкие вещества могут быть целыми благодаря собственной силе притяжения частиц. В открытом космосе множество крупных объектов, и далеко не все они твердые, и никакая оболочка им не нужна, пока на них не действует чья-то сильная гравитация. Один из таких объектов – астероид Бенну. В диаметре он 560 метров. Его масса 140 миллионов тонн. В телескоп он всем казался твердым, но когда на него пытались посадить межпланетную станцию Осирис-Рекс, она чуть в него не провалилась. Грунт в месте посадки разлетелся в разные стороны, оставив большой кратер. Забрать с поверхности образцы получилось только со второго раза. Ученые НАСА сравнили его поверхность с бассейном, наполненным пластиковыми шарами. Твердой поверхности у него нет. Состоит он из космической пыли и груды камней, которые удерживаются вместе благодаря их общей гравитации. Как вы думаете, что произойдет со всем этим песком и камнями, если гравитацию отключить? Астероид рассыплется, все его частицы просто разлетятся в стороны. Совокупная гравитация Бенну в миллион раз меньше гравитации Земли. Если такой астероид будет лететь к нашей планете, он начнет рассыпаться еще задолго до столкновения под действием приливных сил. Сила притяжения уменьшается с расстоянием. Из-за разницы этой силы на концах объекта, его ближняя сторона притягивается сильнее, дальняя слабее. Астероид будет растягиваться. Этот эффект называют приливными силами. С Землей столкнется не один твердый астероид, а гиперзвуковое облако из камней и песка. Одного большого кратера на поверхности такое облако не оставит. Это будет множество маленьких кратеров. Много-много кратеров на большой площади. Если облако падало по касательной, будет видно направление удара. Выжженная пустыня. Дожди наполнят кратеры водой, и они станут озерами. И следов таких столкновений на нашей планете много. Но астероид Бенну маловат, чтобы наклонить Землю. Его плотность чуть больше плотности воды. Плотность показывает, насколько близко друг к другу расположены частицы объема. Плотность комет еще меньше. В 2 раза меньше плотности Бенну. Они еще более рыхлые, и их размеры могут быть внушительными. Состоят кометы из воды и песка. Почти наполовину из замороженных частиц воды, остальное космическая пыль и газ. Последние исследования ученых показывают, что вода в составе комет точно такая же, как и в земных океанах. Космическая пыль состоит в основном из оксида кремния. Это песок, обычный песок. Его вы все видели на пляжах и в пустынях. Еще в ее составе есть сера, она нам пригодится чуть позже. И кометы точно так же не имеют твердой оболочки и разрушаются под действием внешней гравитации. Большая комета 1882 года распалась на 6 частей в гравитационном поле Солнца. Комета Атлас распалась на 3 десятка частей за 145 миллионов километров до Земли. Комета Шумейкеров-Леви при столкновении с Юпитером на скорости 64 км в секунду разлетелась на части под действием приливных сил. Чем больше комета, тем выше шансы того, что она долетит до цели. Самая крупная из обнаруженных на сегодняшний день – это комета Бернардинелли-Бернштейна диаметром в 200 километров. Может ли такой объект повернуть земную ось? Давайте проведем эксперимент. Симулятор космических событий Universe Sandbox позволяет это сделать. Для наглядности вернем наклон земной оси в доисторическое положение, добавим комету Галлея и увеличим ее радиус до 100 километров.
На 50% она состоит из силикатов, это песок, и на 50% из воды. Выставим ее на точку столкновения и направим под углом. У этого симулятора тоже есть земной стереотип о твердости космических объектов. Твердые астероиды выделяют всю свою кинетическую энергию в одной точке, но комета будет вести себя как гиперзвуковое облако раскаленного водяного пара и песка, и всю энергию передаст порционно и на большой площади, и большая ее часть уйдет именно на поворот Земли. Вода мгновенно испарится еще при столкновении с атмосферой, и рассеянная по большой площади энергия газопылевого облака не сможет разрушить земную кору. Она ее будет толкать. Уменьшим частоту дискретизации расчета физики, чтобы передать энергию частями, и проведем симуляцию. Новая земная ось показана зеленым цветом. Какой результат покажет комета радиусом 200 километров? 300 километров. 400. Земная ось сместилась почти на 30 градусов, а сутки стали длиннее в 1,5 раза. Самое время для реформы календаря, ведь дней в году стало меньше. А есть ли на Земле следы столкновений со сверхзвуковыми газопылевыми облаками? Есть. Это самый крупный, выжженная пустыня от Африки до Монголии, с явно выраженным направлением падения. При сближении с Землей она распалась на 3 части. Австралия. Здесь был эпицентр столкновения. Чем больше в составе кометы железа, тем краснее будет песок. Явно видно направление ударной волны. Южная Африка. Красный песок и много маленьких кратеров. Южная Америка. Здесь их было 4. После первой Земля почти восстановилась, но еще видны следы столкновения. Эпицентр второй. Направление удара заметно только на равнинах. В горах же остаются пустыни, необъяснимые высокогорные пустыни. Откуда высоко в горах песчаные дюны? Только сверху, никак иначе. Еще одна поменьше, с явно выраженным направлением удара. Северная Америка. Комета, уничтожившая цивилизацию ацтеков. И опять высокогорные пустыни с красным пустынным загаром из-за кометного железа. 6 крупных комет, 6 старых полюсов, 6 чудовищных катастроф, ставивших человечество на грань вымирания. Кометная вода после столкновения окутывала Землю водяным паром, который выпадал грязным дождем и снегом долгие годы и поднимал уровень мирового океана. Климат кардинально менялся, многолетнее похолодание и неурожай. Даты этих событий можно определить по аномальным выбросам серы в ледниках Гренландии и Антарктиды. Если выбросы отмечены на разных концах планеты, это говорит о глобальных масштабах события. Но обычно их связывают с извержениями вулканов в тропических регионах, потому что якобы так серные соединения вулканического пепла могут накрыть оба полушария. Ученые даже умудряются привязывать даты извержений к пикам выбросов. Но если мы проанализируем данные ледниковых кернов Антарктиды самостоятельно, то увидим, что аномальные выбросы серы начинаются гораздо раньше пиков. После кометы 1256 года кислотные осадки выпадали 6 лет. Насколько мощным должно быть извержение вулкана, чтобы накрыть пеплом всю планету на 6 лет? После кометы 1453 9 лет кислотных дождей. После кометы 1595 11 лет. В XIX веке 2 выброса подряд. С 1808 по 1812 и с 1814 по 1820. Современный Северный полюс находится на своем месте именно с этого времени. Город Вашингтон построен строго по сторонам света с направлением на современный север, а Капитолий, с которого началось строительство города, заложен именно в 1820 году, а в 1814 старое здание Конгресса, по легенде, сожгли британцы. Могу предположить, что прилетели они на комете. Почему до нас дошли только обрывочные сведения последствий этих катастроф, которые кажутся нам чем-то далеким и неправдоподобным? Ведь 19 век был всего 200 лет назад. Большая комета 1807 приближалась к Земле 4 месяца и была видна невооруженным глазом, но в январе 1808 пропала, упав где-то в Южной Америке. Свидетелей на месте падения просто не осталось в живых.
А людям в Европе на другом конце планеты стало, мягко говоря, не до звезд. Ведь последствия катастрофы были намного ужаснее и длились так долго, что затмили собой само столкновение. Именно последствия таких катастроф и сохранились в нашей истории. Годы грязных дождей и снега, изменение климата, голод, эпидемии и войны за выживание. Кометы превращают в пустыни континенты, уничтожают целые государства. Все, что вы любите и умеете, может потерять ценность в одно мгновение. Культура, искусство, наука станут бесполезными знаниями. От голода они не спасут. Всех, кого вы любите, может не стать. Вместе с холодом и голодом приходят эпидемии. В пищу идут не только летучие мыши, но и заразные птицы и больные дикие животные. А в истории остаются только чудовищные, опустошительные войны за выживание, потому что они гораздо страшнее самих катастроф. Все наши технологии собираются из деталей и материалов со всего мира. Что будет, если следующая катастрофа уничтожит целый континент и невозможно будет обслужить технику? Как вы будете выживать без энергетики и связи? Что с вами будет, если по всему миру отключить свет? Наступит новая эра возрождения. А все потому, что человечество, покорив космос и достигнув высокого уровня технологического развития, вместо того, чтобы заниматься действительно важными вопросами, истребляет само себя. Оружие для уничтожения людей против комет бессильно. Вы ищете разумную жизнь на других планетах, но на нашей собственной планете разумной жизни нет. А теперь про Марс. На полюсах Марса тоже есть вихревые неровности рельефа. Считается, что это ледяные шапки, и нанесло их так ветром. Марсианским летом, когда лед из углекислоты тает, становится видно, что ледяные наросты повторяют форму гор. Но только вращается Марс в обратную сторону. Что развернуло его и превратило в безжизненную пустыню? Удар кометы или эффект Дженебекова, или и то, и другое одновременно, пока непонятно. Но Марс погиб. Погибла целая планета.